Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать вот такой двуцветный мотив крючком. Размер такого мотива 19 на 19 сантиметров. Вот как выглядит изнаночная сторона. Вот такой яркий мотив. Вязать будем из пряжи Yarnart Jeans. И использовать будем крючок номер 2,5. Итак, приступаем. Итак, начинаем мы коричневой нитью вязать. Делаем кольцо амигуруми, заводим крючок, провязываем первую воздушную петлю, вытягиваем длинную петлю. И вот таким вот образом я провязываю первый столбик с накидом. Если у вас не получается, провязывайте просто 3 воздушные петли. Далее в кольцо мы провязываем столбик с накидом, еще один столбик с накидом, то есть их должно быть 3, и между ними 2 воздушные петли. Провязываем еще так 3 раза, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Это грани нашего мотива, 2 провязали, еще 2. Раз, 2, 3, 2 воздушные и провязываем последнюю грань. Стягиваем наше кольцо. Во втором ряду мы уже будем использовать другой цвет. Смотрите, как мы закрываем ряд, делаем накид, идем в вершину первого столбика. Три петли на крючке, все 3 провязываем вместе. Вот, то есть закрываем ряды мы таким образом. Далее опять я провязываю точно так же первый столбик, воздушная петля, вторую петлю вытягиваем, и в эту арку мы провязываем вот так вот первый столбик с одним накидом. Далее мы провязываем второй столбик сюда же и не довязываем его до конца, меняем нить. Меняем нить, закрываем уже светлым цветом. Коричневую нить ведем далее в полотне, заодно можем, ну, хвостик пусть оставим, мы его потом обрежем. Коричневую нить ведем в полотне. Делаем накид, и вот у нас грань, которая состоит из трех петель, да, и в первую мы провязываем салатовый столбик с одним накидом, закрываем коричневым цветом, зеленую нить введем в полотне, второй столбик у нас будет коричневый, закрываем салатовым, так как третий столбик у нас будет снова салатовый. Сторону закрываем коричневым и формируем угол. Смотрите, салатовую нить ведем все время с собой, то есть та нить, которая не в работе, мы ее ведем, мы ее ввязываем в полотно и делаем угол. Угол у нас всегда будет это 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Ну, только иногда он у нас будет другого цвета, но здесь он коричневый угол. Раз, 2. И так как далее у нас идет по прямой, опять же, мы провязали угол, и мы вяжем 1, 1, 1, то есть 1 салатовый, 1 коричневый, 1 салатовый. Провязываем салатовый, закрываем коричневым. Далее у нас идет коричневый, не довязали, закрыли салатовым. И снова
салатовый, закрываем коричневым и угол провязываем точно так же. То есть у нас 2 коричневых, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Все это коричневым цветом. Остальные 2 грани провяжите самостоятельно, точно так же, как я вам показала. Все, здесь закрываем салатовым и по прямой чередуем салатовый, коричневый, салатовый, а угол у нас будет коричневым. Итак, ребята, мы довязываем второй ряд, закрываем его как обычно, то есть мы делаем накид и в вершину первого столбика мы салатовую нить пока не трогаем. Так, вытянули, вот у нас 3 петли на крючке, провязываем все 3 вместе, делаем воздушную петлю, вытянули петлю и сформировали первый столбик. Провязали в угол 1, 2, закрываем салатовой нитью, так как следующий столбик у нас будет салатовым. Ведем с собой в работе коричневую нить и провязываем на грани 2 столбика салатового цвета, меняем на коричневый. Там, где у нас были в предыдущем ряду салатовые, да, мы провязываем теперь коричневым и наоборот. Кроме угловых, угловые не считаем. Сейчас я вам расскажу. Так, здесь салатовый, а здесь коричневый. Так, вправо и закрываем салатовым. Нить постоянно не рабочую ведем с собой. Сейчас еще мы провязываем 2 столбика салатовых в сторону вправо, и угол у нас будет снова полностью весь коричневым, то есть угол провязываем как обычно, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Раз, 2 и 2 столбика с одним накидом. И не довязывая второй, мы меняем нить на салатовую и провяжем точно так же, как мы с вами провязали. То есть у нас после угловых сразу идет 2 столбика салатовых, раз, 2, 1 коричневый, сразу меняем нить, 1 салатовый, один коричневый, 2 салатовых и далее снова угол. И далее угол. Угол как обычно. Вот 2 коричневых, 2 воздушные петли, 2 коричневых. Довязываем 2 грани самостоятельно. То есть у нас будет коричневый угол, и мы чередуем 2 салатовых, 1 коричневый, 1 салатовый, 1 коричневый, 2 салатовых и снова угол. Итак, довязываем 3-й ряд. Нам осталось провязать еще половинку угла и перейти на новый ряд. Довязываем 2 столбика с одним накидом в угол и закрываем наш ряд, делая накид, и в вершину первого столбика, так, салатовую ниточку мы пока не подбираем, то есть мы вот так вот закрываем 3 петли, закрыли и провязали наш первый столбик. Провязываем 1 столбик в угол, второй. Далее у нас тоже идет коричневый цвет, делаем накид, и здесь уже мы вот так вот захватываем салатовую нить и ведем в полотне. Так, а далее у нас будет идти 2 столбика салатового цвета, поэтому вправо уводим коричневую нить и провязываем 2 столбика салатового цвета
И снова переходим на коричневый. Так, то есть мы провязали в углу 2 угловых столбика коричневого цвета и еще один коричневый, 2 салатовых. Далее вяжем 5 столбиков коричневого цвета. Первый провязали, 2, 3, 4, 5 и закрываем салатовым. Снова провязываем 2 столбика салатового цвета, и по прямой у нас идет 1 коричневый и плюс 2 угловых. Вот 1 коричневый, и далее формируем угол. 1, 2, 2 воздушные петли и 1, 2. То есть, если считать угловые, по каждой стороне у нас должно быть 3 коричневых, 2 салатовых, 5 коричневых, 2 салатовых, 3 коричневых. Провязываем каждую грань. Это у нас будет 1, 2, 3, 4 ряд. Итак, мы переходим с вами на 5 ряд. Первый столбик я уже провязала. Далее в угол мы снова провязываем еще 1 коричневый столбик, но закрываем его салатовым. Так. Провязываем 1 салатовый, 2 коричневых, и 2 салатовых. Серединка у нас такая же, то есть у нас 5 будет столбиков коричневого цвета. Это мы вяжем цветочки, и здесь мы уже переходим на вот эти угловые. Смотрите, начинаем вязать угловые вот лепестки. Вот этот ряд мы сейчас вяжем, 5. Всего 10 рядов. Итак, серединка 1, 2, 3, 4, 5 и далее 2 салатовых у нас идет. 1, 2, закрываем коричневым, далее 2 коричневых, и 1 салатовый, и провязываем угол. Все, 1 салатовый и угол полностью коричневый, то есть вот угловые у нас идут 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, и все коричневым цветом. 2 воздушные петли и 2 столбика. Это наш угол. То есть это у нас 5 ряд, и мы его провязываем как? У нас 2 угловых столбика. Вот я грань каждую рассказываю, да, 2 угловых столбика коричневого, 1 салатовый, 2 коричневого, 2 салатовых, 5 коричневого, 2 салатовых, то здесь уже зеркально отображаются 2 коричневых, 1 салатовый и 2 коричневых. И далее идет следующая грань, точно такая же. Довязываем 5 ряд, переходим к 6. Итак, мы с вами провязали 5 ряд, остается еще 5. Переходим на 6. Первый столбик я провязала, провязываю 2, и когда провязываю 3, да, я захватываю тогда салатовую ниточку. Я делаю так. У нас по этой стороне должно быть 4. Так, 3 мы провязали, 4 у нас коричневый,
Далее у нас будет идти 2 салатовых. Так, не забываем, что мы не рабочую нить всегда ввязываем. Сейчас провязываем 2 салатовых. Раз, два. Закрываем коричневым. Далее у нас следует 2 коричневых. Раз, два. Снова 2 салатовых. Мы закрываем наш основной цветочек. Мы уже идем на сужение. Смотрите, делаем меньше верхушку. Посерединке 3 коричневых. Раз, два, три. Закрываем салатовым и провязываем снова в зеркальном отображении, как мы вязали сначала. Провязываем 2 салатовых столбика, 2 коричневых и 2 салатовых. Раз, два коричневых и 2 салатовых. Раз, два. Далее у нас следует 4 коричневых вместе с половиной угла. То есть мы провязываем по прямой 2 коричневых столбика с накидом и 2 столбика с накидом, это угол. Угол точно так же провязывается. Вот половина угла, это 2 столбика. То есть по каждой грани, так делаем 2 воздушные петли, и по каждой грани провязываем 2 угловых, далее 2, то есть всего с угловыми 4 коричневых, 2 салатовых, 2 коричневых, 2 салатовых. Серединка 3 коричневых и далее в зеркальном отображении 2 салатовых, 2 коричневых, 2 салатовых, 4 коричневых. Довязываем этот ряд самостоятельно и переходим на следующий. Итак, переходим на 7-й ряд и провязываем. Первый столбик у меня уже провязан. Так, угол, половинка угла 2 коричневых, 1 у нас далее идет салатовый, далее идет 3 коричневых столбика, два, 3 коричневых и 2 салатовых. И 2 салатовых. Раз, два. Переходим снова на коричневый. И провязываем 3 коричневых. Раз, два, 3 коричневых. Далее у нас идет 2 салатовых. То есть основные наши цветочки мы вот уже сводим прям к вершинам. Смотрите, вот эти вот они у нас уже почти практически сформированы. Далее 1 коричневый. И далее в зеркальном отображении. То есть у нас далее идет 2 салатовых. Раз, два, 3 коричневых. Раз, два, 3. Далее 2 салатовых, 3 коричневых. Так, 2 салатовых,
3 коричневых, 1 салатовый, 3 коричневых, далее у нас 1 салатовых, 1 салатовый и половинка угла 2 коричневых. Вот таким вот образом. Раз, два. Все, далее 2 воздушные петли и повторяем то же самое. То есть у нас далее пойдет 7-й ряд 2 коричневых, 1 салатовый, 3 коричневых, 2 салатовых, 3 коричневых, 2 салатовых, 1 коричневый и далее зеркально. То есть 2 салатовых, 3 коричневых, 2 салатовых, 3 коричневых, 1 салатовый, 2 коричневых. Довязываем 7-й ряд. Итак, мы связали с вами 7 рядов. И смотрите, здесь мы закрывать будем уже салатовым цветом. Потому что у нас начинается угол салатовым, поэтому смотрите, 3 петли на крючке, вот как мы закрываем наш угол, и закрываем салатовым. Воздушная петля, формируем вот таким вот образом, как обычно я формирую первый столбик, и провязываем угол. Первый, второй. Дальше у нас идет третий, тоже салатовый, и провязывая третий, мы захватываем нашу коричневую нить. Третий салатовый, далее у нас будет идти коричневый. 1 коричневый, 2 салатовых. Провязываем 1 коричневый, 2 салатовых. Раз, два. Снова переходим на коричневый. Здесь у нас 1 коричневый и снова 2 салатовых. Раз, два, второй салатовый. Далее у нас идет 5 коричневых, 3 салатовых. Так, 5 коричневых. Раз, два, три, 4, 5. И закрываем наши цветочки. Вот вяжем уже вершину. 3 салатовых. Раз, два, 3. И снова провязываем в зеркальном отображении 5 коричневых, 2 салатовых. 2 салатовых, 1 коричневый, 2 салатовых. 1 коричневый, 2 салатовых. Раз, два. И 1 коричневый, 3 салатовых. 1 коричневый и 3 салатовых. 1 на стороне и 2 угловых. Раз, два. Все, далее 2 воздушные петли. Вот видите, сейчас у нас угол салатовый. 2 воздушные петли и далее снова мы повторяем. 3 коричневых, вот 3 салатовых, 1 коричневый, 2 салатовых, 1 коричневый, 2 салатовых, 5 коричневых, 3 салатовых посередине и в зеркальном отображении 5 коричневых, 2 салатовых, 1 коричневый, 2 салатовых, 1 коричневый, 3 салатовых. Продолжаем и довязываем 8 ряд. Итак, мы связали 8 рядов. Уже, в принципе, даже в таком виде мотивы могут быть. То есть связать их несколько и соединить между собой. Я, кстати, в конце видео покажу, как красиво соединять в процессе вязания.
Мы же с вами переходим на 9 ряд. Опять же, этот ряд начинается, уже все последние 9, 10 мы начинаем с салатовым цветом, да. 2 столбика провязали в угол, провязывая 3, захватываем коричневую нить, 3 столбик, 4, 5 и 6. 6 столбиков у нас салатового цвета, 1 коричневый и 3 салатовых. 1 коричневый мы вяжем и 3 салатовых. 2 и 3. Все, переходим на коричневый. Далее здесь вот эти цветы у нас провязаны, поэтому мы вяжем 15 столбиков коричневого цвета. Итак, провязали 15 столбиков коричневого цвета. Далее зеркально у нас идет 3 столбика салатового цвета. 1 коричневый и 6 салатовых. Так, 1 коричневый, закрываем, 6 салатовых. Итак, 3, 4 и 2 угловых. Итого 6. Две воздушные петли, и далее снова мы повторяем, то есть мы будем снова провязывать 6 столбиков салатового цвета, 2, 4, 6, 1 коричневый, 3 салатового, посерединке 15 столбиков коричневого, 3 салатового, 1 коричневого, 6 салатового. Все, довязываем 9 ряд и перейдем на последний ряд. Итак, мы связали 9 рядов, переходим на последний 10 ряд. Итак, первый столбик у меня уже провязан, всего их салатового цвета 9, 2 угловых. Когда провязываем 3, поднимаем нашу ниточку, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Так, 1 столбик коричневого цвета и 1 салатового цвета. 1 коричневого и 1 салатового. Все, далее у нас идут. Итак, далее мы провязали 17 столбиков коричневого цвета. Далее у нас идет 1 салатовый, 1 коричневый и 9 салатовых. Да, 9. 9. И я вам покажу, как в процессе вязания сразу присоединить один мотив к другому. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 2 угловых, 8, 9. Далее мы провязываем одну воздушную петлю и берем второй наш мотив. У нас тоже здесь в углах по 2 воздушные петли. Берем вторую, провязываем,
один столбик, вытягиваем петлю. И вот так вот заходим под столбик, вытянули и провязываем второй столбик. Вытянули, опять же, под следующую косичку. Протянули. Там, где будут столбики коричневого цвета, мы соединяем коричневым цветом. В принципе, можно соединять таким образом каждую петлю, да, каждый столбик. Вот каждый столбик я сейчас беру и протягиваю. А можно через один, здесь по желанию. Сейчас у нас будет коричневый. Мы, как всегда, провязываем. Так, вот это 9-й наш столбик салатового цвета. Вытягиваем петельку и провязываем теперь один коричневый столбик, а закрываем его салатовым. То есть у нас 9 салатовых, 1 коричневый, 1 салатовый, 17 коричневых, да. Сейчас мы салатовый протянули. Вот так вот протягиваем и провязываем 1 салатовый столбик. Закрываем коричневым. И далее у нас идет 17 коричневых. То есть я вот таким вот образом соединяю каждый столбик. Покажу вам, что получилось. И далее нам останется еще 2 грани провязать самостоятельно. Итак, все, мы довязываем. Я сейчас все разглажу, покажу место соединения. Но мы в данный момент довязываем 10 ряд. Коричневую нить я обрезала, мы ее спрячем внутри. А сейчас мы довязываем вот этот наш угол, провязываем 2 воздушные петли, вытягиваем нить и заходим под петлю, которая соединяет первый и второй столбик. Вытянули и вот сделали такую фальш-петлю. Все, далее хвостики красиво спрятали, чтобы вот здесь у нас была красивая косичка. Я сейчас все отпарю, покажу вам, как выглядит 2 соединенных мотива. Итак, вот мои 2 соединенных мотива. Посмотрите, как выглядит место соединения. И удобно, что это именно в процессе вязания. Вот как выглядит изнаночная сторона. И вот так вот, в принципе, 2 мотива. Я вам говорила 19,1, да, ну, получается вот где-то 37. А у меня как раз подушечки 39 на 39. В принципе, если вот соединить 4 таких мотива, если немножко не хватает, в принципе, можно обвязать еще любым цветом, и будет наволочка на подушку. Вот как-то так. Если вам понравился видеоурок по вязанию вот таких мотивов от вас, пожалуйста, лайки. И всем пока-пока.